2026 год для Тэхёна наступил тихо. Не было ни помпезности, ни чрезмерных торжеств. Но именно в этом и заключался смысл. В ночь прямой трансляции он сидел один перед камерой, с расслабленной улыбкой, хотя в его глазах читалось множество нерассказанных историй. Свет студии мягко отражался на его лице. Тэхён глубоко вздохнул. Прежде чем обратиться к своим поклонникам, его голос был теплым и ровным. Он привык к вниманию публики, к тысячам глаз, одновременно наблюдающих за ним. Но в этом году его манера говорить была другой. Медленнее, честнее, как будто он не играл, а делился. Он говорил о времени, о том, как год может казаться таким долгим и в то же время пролетать так быстро. О том, как он научился наслаждаться паузами, принимать тишину и больше не спешить объясняться перед миром. Тэхён слегка улыбнулся, осознав, как много изменилось, не внешне, а внутренне. Время от времени он опускал взгляд, тихо посмеиваясь над своими мыслями. Он сохранил старые привычки, потирал пальцы, ерзал на стуле, чтобы устроиться поудобнее, мельком поглядывал на камеру, прежде чем снова посмотреть в нее. Все это выглядело естественно. Не было постановочным. Не нужно было ничего приукрашивать. В эфире Тэхён много говорил о процессе. О том, что песня — это не только мелодия и текст, но и чувства, которые она оставляет после себя. Он признался, что в 2026 году стал более осторожен в своих словах. Не из-за страха, а потому что хотел, чтобы каждое слово имело смысл. Были моменты, когда он делал долгие паузы. Это не было неловко, не было поспешно. Это было осмысленное молчание. Как будто он давал себе и своим поклонникам пространство для дыхания. Затем Тэхён снова улыбнулся, мягкой, зрелой и уверенной улыбкой. Он говорил о комфорте, о том, как теперь он знает, когда нужно двигаться, а когда оставаться на месте. О том, как он научился слушать свое тело и сердце. В этом году Тэхён больше не чувствовал необходимости что-либо доказывать. Он просто хотел быть максимально честным. Когда трансляция подошла к концу, Тэхён дольше обычного смотрел в камеру. Его взгляд был спокойным, неторопливым, словно он хотел убедиться, что его послание действительно доходит до адресата. Он выразил свою благодарность не громкими словами, а искренним тоном. «В этом году, — тихо сказал он, — я хочу идти своим собственным путем». И когда трансляция закончилась, Тэхён слегка откинулся назад, глубоко вздохнув. Не было аплодисментов, не было слишком громкой заключительной музыки. Только он, тишина в зале и ощущение, что он преодолел важную веху в своей жизни. 2026 год для Тэхёна был не годом самого яркого света, а годом устойчивого света, не ослепляющего, но достаточного, чтобы осветить его путь вперед. После окончания трансляции Тэхён не сразу встал. Он остался сидеть, позволяя тишине заполнить пространство, которое до этого было наполнено звуком и светом. Это была новая привычка, которую он приобрел с наступлением 2026 года. Больше не спешить завершить момент. Он понял, что тишина — это не пустота, а место, где его разум может отдохнуть. Он медленно, почти осторожно снял маленький микрофон с воротника, словно не желая нарушать затянувшуюся атмосферу. Свет начал гаснуть, но Тэхён все еще чувствовал тепло прожектора, который только что покинул. Не жар камеры, а ощущение того, что он сказал что-то искреннее, даже если не все было сказано вслух. 2026 год заставил его больше осознавать свой собственный ритм. Он больше не следовал ожиданиям других и не упрямо боролся против течения. Он выбрал путь гармонии с собой. Бывали дни, когда он был полон энергии, идей, музыки и желания творить. Бывали и дни, когда он просто хотел спокойно посидеть, послушать старые песни или просто посмотреть на небо без особой причины.
Тэхён начал любить тихие утра. Он часто просыпался рано, не из-за расписания, а потому что этого требовало его тело. В такие моменты он чувствовал, что его разум яснее всего. Он сидел у окна, держа в руке чашку теплого напитка, позволяя утреннему свету мягко касаться его лица. Ни камер, ни зрителей, только он. В этом году он писал больше. Не всегда для песен, не всегда для конкретных проектов. Иногда это всего лишь фрагмент предложения. Одно единственное слово, которое кажется правильным. Или чувство, которое слишком тяжело держать в себе. Эти записи становятся для него местом, где он может быть честным, не объясняя ничего. Произошли тонкие изменения в его отношении к себе. Если раньше он часто задавался вопросом, достаточно ли он хорош, достаточно ли достоин, достаточно ли успешен, то теперь этот вопрос изменился на «честен ли я сегодня собой?». И если ответ «да», то этого более чем достаточно. В постоянно меняющемся мире Тэхён предпочитает замедлиться. Он не отвергает перемены, но больше не чувствует себя обязанным гнаться за ними. Он верит, что то, что ему предназначено, само найдет свой путь. Эта вера не появилась внезапно. Он вырос благодаря усталости, благодаря тому, что заблудился, благодаря долгим ночам, которые когда-то казались слишком одинокими. 2026 год также сделал его добрее к себе. Он перестал ругать себя за усталость. Он перестал чувствовать вину за желание отдохнуть. Он понял, что быть сильным не всегда означает стоять на месте. Иногда это значит уметь остановиться и перевести дыхание. В процессе творчества Тэхён стал более избирательным. Его больше не привлекает что-то просто потому, что это выглядит масштабно или многообещающе. Он ищет чувства. Он стремился к честности. Он хотел, чтобы каждая работа, к которой он прикасался, несла в себе след его самого, каким бы маленьким он ни был. Не для того, чтобы другие узнали его, а для того, чтобы он сам мог сказать: «Это я». Бывали ночи, когда он переслушивал записи собственного голоса. Не для критики, а для понимания. Он замечал ноты, которые когда-то звучали неуверенно, а затем сравнивал их с теперь более спокойным голосом. Он понял, что самые большие изменения не всегда видны, но они ощущаются, особенно им самим. Тэхён также начал по-другому понимать одиночество. Он больше не воспринимал его как нечто, чего следует избегать. Одиночество стало пространством, местом, где он мог упорядочить свои мысли, переосмыслить свои чувства и понять, чего он действительно хочет. Он понял, что одиночество не всегда означает полное одиночество. В этом году он стал чаще улыбаться без всякой причины. Маленькие, почти незаметные улыбки. Не потому, что все было идеально, а потому, что он чувствовал себя спокойнее. Внутри него появилось принятие, что жизнь не всегда нужно полностью понимать, чтобы ее прожить. Когда он встал и вышел из студии той ночью, его шаги были легкими. Не потому, что его бремя уменьшилось, а потому, что он больше не нес все в одиночку в своей голове. Он принес достаточно уверенности, достаточно спокойствия, достаточно мужества, чтобы продолжать. 2026 год он не хотел определять одним словом. Это был слишком узкий год для всего, что он чувствовал. Но если бы ему пришлось выбрать что-то одно, за что он больше всего благодарен, это было бы следующее. Тэхён наконец-то почувствовал себя полностью присутствующим в своей жизни. И впервые за долгое время будущее не казалось пугающим. Оно казалось открытым, просторным и готовым к тому, чтобы он исследовал его на своих собственных условиях. Последующие дни тянулись более размеренно. Тэхён начал понимать, что спокойствие — это не то, что приходит раз и остается навсегда. Это то, что нужно взращивать. Поэтому в 2026 году Тэхён научился заботиться о себе так, как никогда раньше. Он начал замечать мелочи.
как послеполуденный свет падал на пол его комнаты, как менялся воздух в зависимости от смены времен года, как его тело сигнализировало об усталости еще до того, как разум это осознавал. Он больше не игнорировал эти сигналы. Он прислушивался к ним. Бывали дни, когда он чувствовал себя невероятно продуктивным. Идеи приходили потоком, мелодии рождались естественно, тексты песен формировались без усилий. В такие дни Тэхён работает страстно, но не позволяет себе утонуть. Как только его тело говорит ему остановиться, он останавливается, без чувства вины. Но бывают и дни, когда все кажется пустым. Нет идей, нет мотивации, нет желания творить. Раньше такие дни вызывали у него тревогу. Он сомневался в себе, боясь упустить что-то важное. Но в 2026 году он научился принимать пустоту как часть процесса. Он знает, что именно из этой пустоты обычно рождается что-то новое. Тэхён лучше узнал себя. Он начал распознавать свое настроение просто потому, как он дышит. Он знает, когда ему нужна компания, а когда нужно отстраниться. Он больше не заставляет себя присутствовать в каждом месте. Он делает осознанный выбор. В тишине ночи Тэхён часто сидит один, слушая тихую музыку. Не для анализа, не для сравнения. Он просто слушает, позволяя звукам течь, касаясь тех частей себя, до которых слова не могут дотянуться. В такие моменты он чувствует себя ближе всего к своему истинному «я». Он также начинает примиряться с прошлым, не забывая его, а глядя на него без той же боли. Воспоминания, которые когда-то казались тяжелыми, теперь служат напоминанием о том, что он когда-то выстоял, что он когда-то был сильным, даже когда не осознавал этого. Тэхён больше не сожалеет о прежней версии себя. Он уважает ее. 2026 год заставил его понять, что зрелость – это не потеря мягкой стороны, а ее защита. Он все еще эмоционален. Он все еще чувствителен. Но теперь он знает, как уберечь себя от того, чтобы быть разрушенным вещами, которые он не может контролировать. В мире, постоянно предъявляющем требования, Тэхён выбирает честность как свой компас. Его больше не интересует идеальный образ. Он стал больше ценить искренность, даже если это означало казаться уязвимым. Для него красота заключалась не в совершенстве, а в смелости быть самим собой. Иногда он смотрел на себя в зеркало дольше обычного. Не для того, чтобы искать недостатки, а чтобы убедиться, что он по-прежнему узнает человека, которого видит. И каждый раз, когда он понимал, что этот взгляд знаком, он знал, что находится на правильном пути. Тэхён также начал думать о будущем более мягко. Он больше не строил грандиозных планов с жесткими сроками. Он представлял себе маленькие шаги. День за днем. Процесс за процессом. Он верил, что тихое постоянство сильнее, чем мимолетные вспышки. Он обрел новое счастье, не взрывное, не такое, от которого сердце бешено колотится. Это было тихое счастье. В рутине, в удовлетворении, в вере в то, что ему не нужно быть кем-то другим, кроме самого себя. А когда снова наступала ночь, Тэхён часто заканчивал день одной простой мыслью: «Сегодня я был верен себе». Этой мысли было достаточно, чтобы он улыбнулся перед сном. 2026 год продолжался. Не идеально, не всегда легко, но впервые Тэхён не чувствовал непреодолимого желания бежать за ней. Он шел спокойно, осознанно, с сердцем, которому он наконец-то позволил отдохнуть. И вот он, не на вершине, не внизу, а в середине пути, где он наконец-то почувствовал себя живым.